Всем привет! Хочу рассказать вам про Boilerplate Start Zero. Что такое Boilerplate? Boilerplate — это наработка кода, которая позволяет вам быстрее начать разработку вашего проекта. Эта наработка кода включает в себя уже все необходимое для того, чтобы начать этот проект создавать. Список того, что сюда входит, мы сейчас разберем, а в этом видео я вам покажу, как этот Boilerplate настраивается, и покажу, какие вообще коды, модули и прочее в нем есть, которые помогут вам создавать ваш проект. Boilerplate очень удобно использовать в начале разработки, потому что это позволяет вам с самого начала сфокусироваться именно на разработке вашей бизнес-фичи, то есть то, ради чего вы этот проект создаете, и не думать обо всевозможных вспомогательных штуках, но которые очень важны и всегда нужны. И вместо того, чтобы тратить большое количество времени на эту первичную настройку, вы просто используете Boilerplate. Что у нас есть в Boilerplate Start Zero? Он построен вокруг фреймворка Point Zero, про который я рассказывал ранее. В него подключена авторизация, есть админ-панель, база данных, работа с воркерами и очередями, возможность вывести OpenAPI, хелперы для работы с формами, построенные вокруг React Hook Form, работа с e-mail'ами, отправка и верстка шаблонов, мониторинг ошибок, логирование, метрики и алерты, инструменты для продуктовой аналитики, множество компонентов, построенных вокруг Tailwind и Shed CI Shatsin UI-блоков, пример фичи, на который вы можете посмотреть и по аналогии реализовывать какие-то ваши, настройка тестового окружения, настройка для деплоя на Railway через Docker-файл, настройки для ESLint и Prettier и настройки для редактора кода. Стек технологий вот такой вот, но когда мы дойдем до кода, я еще поближе его покажу. Давайте теперь посмотрим, как этот boilerplate устанавливается и из чего он состоит внутри. У нас есть такая команда ban create start zero собака latest, потому что нам нужно загрузить последнюю версию. И здесь можно указать название папки проекта, но я уже зашел в эту папку, она у меня сейчас пустая, и открыл ее в редакторе, поэтому я ставлю точку. У нас скачиваются файлы самого бойлерплейта. И дальше небольшой установочный скрипт. Нам предлагают его сразу запустить, соглашаемся. Так, далее нас спрашивают, как будет называться проект. Давайте его назовем, допустим, Mega App. Он нас спрашивает, все ли нас здесь устраивает. Ну, говорим, что да. Потом он спрашивает, нужно ли удалить вспомогательные папки. Тоже соглашаемся на удаление. И он заявляет, что бойлерплейт готов к использованию и сразу предлагает следующие шаги. Давайте по ним пройдемся, чтобы мочь уже проект запустить. Так, нужно установить зависимости. Пока зависимости устанавливаются, перейдем к следующему шагу. Нам предлагается настроить Postgres, потому что мы используем его в качестве базы данных. И на все это прямо внутри самого бойлерплейта есть гайды. Как бы, если вы где-то потеряете вот этот вот вывод, все равно все здесь есть. У нас есть readme файл, где описано, как все устроено и куда дальше можно смотреть. Нас сразу же здесь ведут на Setup MD. И тут опять же те же самые шаги прописаны. Сказано то, что это у нас уже запустилось, а, и дальше ведут по тем же самым шагам. Ладно, перейдем в настройку Postgres, чтобы долго здесь не задерживаться. Здесь можно прочитать, но на самом деле нам просто нужно в нашей Postgres базе данных. Postgres вы можете установить через Docker. Здесь есть также описание и все Docker-файлы для того, чтобы поднять Docker в Postgres. Но мне нравится поднимать Postgres именно локально, так у меня быстрее с ним происходит взаимодействие. Здесь есть команда для того, чтобы быстро его настроить. Так, захожу в PSQL и просто вставляю все эти команды, нажимаю Enter. У меня все создалось. Так, переходим обратно в Setup MD и смотрим, что нам еще надо настроить. Нам предлагают поправить environment variable, но на самом деле это опциональный шаг, потому что в момент запуска инициирующего скрипта у нас уже создался нужный файлик, куда подставились наши а, переменные, которые мы сюда ввели. Также задался дефолтный юзер для админа, который можно здесь же и поменять. И в целом это уже можно запускать и с этим работать. Хорошо, что нам нужно дальше, чтобы запуститься? Сгенерировать нужные файлы самого фреймворка. Это тоже делается один раз. В будущем они сами автоматически догенерируются во время запуска dev-скрипта или во время билда. Это вот нужно сейчас только на инициирующем этапе.
Так, сгенерировали. Потом давайте прогоним наши миграции. Поскольку здесь есть пример фичи, соответственно, и какие схемы в базе данных присутствуют. Ну и давайте сразу прогоним скрипт седа, чтобы у нас какие-то данные появились на нашем сайте. Мгм. Так, и в принципе мы готовы к запуску. Запускаем BandDev. Самый первый запуск вашего проекта, ну вот один раз за все время, он занимает больше времени, чем все последующие, потому что прогревается кэш. Это касается и запуска серверного кода, и открытия э, клиентского кода в браузере. Вот сейчас было столько потрачено времени, в будущем будет потрачено меньше. Так, ну и давайте откроем саму страничку сайта. Я говорю, первый раз открывается долго, все последующие разы быстро. Хорошо, вот мы сюда попали. Давайте мельком пройдемся по тому, что здесь есть, чтобы понимать, а, потом на что смотреть внутри кода. У нас здесь просто какая-то заглушка для нашего приложения. Есть какая-то условная главная страничка, на которой вы можете что угодно разместить, а вот пример какой-то фичи. Допустим, это блог с идеями, где разные люди могут писать в этот блог. Вот, и здесь просто список идей, бесконечной подгрузкой. Можно зайти в карточку идеи, ее прочитать, перейти на страничку ее автора и посмотреть его идеи. Также есть авторизация и настроен OAuth, в данном случае только провайдер Google, но можно добавить абсолютно любые другие через BetterAuth, который также здесь подключен. Вход, регистрация, авторизация. Вот можем зайти сразу под админом, дефолтный пароль, который нам поставили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и мы оказываемся здесь. Так. Хорошо, давайте посмотрим, что есть у авторизованного пользователя. У него есть возможность создать идею, посмотреть мои идеи и отредактировать профиль. Информацию обо мне, привязать аккаунты, то есть здесь есть сразу ключница, которую, если хотите, вы можете отключить, но, по сути, если у вас будет много OAuth-провайдеров, один человек сможет подключить к себе несколько, чтобы входить через разные. Ну, на самом деле, вот такие вот базовые фичи, которые как будто бы во всех проектах и существуют. Давайте теперь посмотрим на то, что у нас есть в коде. Давайте посмотрим сначала на структуру папок и файлов, потом перейдем к просмотру фичи, а потом посмотрим на все остальное, что эту фичу обслуживает. Структура папок достаточно плоская, то есть у нас просто есть папка src и в ней все остальное. Про конфиги поговорим потом. Что у нас здесь есть? В самом корне src лежат файлы, нужные для работы бойлерплейта. И на самом деле они весьма очевидны. То есть это обычный индекс HTML с нашим рутом. Также сейчас изначально все работает именно на бан, и бан же является бандлером. Вот, но можно переключиться на white. Все инструкции также здесь везде присутствуют. Потом у нас есть индекс клиент TSX, тоже, в принципе, весьма все классически, как во всех приложениях, где мы оборачиваем наш app. У нас есть индекс сервер TS. Он нужен для того, чтобы все проинициализировать и потом попасть в наш app сервер TS файлик. И здесь у нас уже непосредственно запускается наше приложение и, возможно, какая-то дальнейшая с ним работа. Вот Point Zero позволяет вам иметь абсолютно любой бэкэнд и не являться только раздатчиком эндпоинтов. Вот здесь вы можете сделать все остальное вам нужное. Но про это больше в самом Point Zero рассказано. Буду больше концентрироваться на бойлерплейте. И в App TSX у нас тоже классическое приложение с query-клиентом и всеми прочими настройками. Потом в самой папке src есть привычные вещи по типу pages, styles, types, utils, lib. Но я в них предлагаю особо ничего не хранить и хранить только то, что переиспользуется всеми фичами. В частности, в компонентах у нас просто есть UI-компоненты нужные, какие-то хуки переиспользуемые и какие-то переиспользуемые прямо блоки многими другими фичами. Но принципиально хранить весь код в двух папках — модули и фичи. В чем принципиальное отличие? То есть модули — это то, что, по идее, может быть использовано в разных проектах, и почти не будет меняться. То есть это то, как отправляются e-mail, Axiom — это штука для метрик и хранения логов. Потом сами какие-то настройки авторизации,
седы, настройка мониторинга ошибок через Sentry, то, как устроены воркеры и почему они работают. То есть это вот что-то как раз такое весьма-весьма техничное. И отдельно хранить фичи, то есть то, что уже прямо связано с бизнес-идеей вашего проекта, и в основном вам предстоит работать именно вот в этой папке. И понятно, что у нас есть админка, у нас есть юзер, но вот пример фичи, которую, по идее, вы удалите и замените ее на какую-то свою и будете добавлять прочее, прочее, прочее. Давайте провалимся внутрь нее. Каждая фича предполагает то, что может иметь точно такие же файлы, какая имеет корневая SRC-папка. Это не какое-то жесткое ограничение, просто предложение о выстраивании вашей структуры файлов. То есть предполагается, что есть какие-то страницы, связанные с этой фичой, есть какие-то компоненты, которые, возможно, будут в рамках этой фичи переиспользованы, и какие-то файлы дополнительные. То есть это API, что-то чисто серверное, что-то чисто shared. И также readme, в котором описано, как эта фича работает, для чего она существует. Давайте посмотрим на какую-нибудь страничку, ну, например, с просмотром конкретной идеи. Мы на нее заходим, и здесь у нас обычная point zero структура. То есть что мы здесь видим? У нас есть какой-то general layout, от которого все происходит, в который всегда можно перейти, и он у нас хранится здесь. Ну, здесь обычный вот layout, который вы видели у нас там в браузере. Возвращаемся назад. Здесь просто путь, потом параметры. Это обычная зод-схема, просто, ну, мне удобно хранить какие-то переиспользуемые вещи в отдельном файлике. Вот lib, шема. И здесь у меня прописаны все возможные мои зод-схемы, которые я переиспользую по проекту. Если вам это неудобно, ничего не мешает просто заменить на обычный the-object, там, number. Потом здесь встроена сразу авторизация, не авторизация, а просто понимание того, используется ли авторизованы вы или нет. То есть это еще не гвард на то, чтобы не быть авторизованным. Это нужно, чтобы мочь понять, а эта идея принадлежит вам или нет, и посмотреть на нее. В целом, наверное, я не буду очень глубоко зарываться в описании всего этого. На самом деле, просто ознакомившись с фреймворком, посмотрев на файлы, можно будет понять, как они работают. Но сама идея то, что у нас вот здесь вот описана какая-то страничка. И она использует какую-то query для загрузки своих данных. Можем провалиться в эту query. Ее я положил в папочку api.ts, и согласно нашему фреймворку, у нас весь код и серверный, и клиентский в поинтах может существовать одновременно. То есть, несмотря на то, что я ее здесь объявил, и у меня здесь реальный лоадер с призмой, этот код будет вырезан из клиента, и когда эта query попадет на нашу вот эту вот, по сути, клиентскую страничку, код лоадера клиент не увидит. Но об этом также в самом фреймворке. Здесь вот обычная страница. Что у нас здесь есть за компоненты? Вот там некий button. Откуда он берется? Из компонент UI button. Все эти компоненты, они, по сути, были созданы через Shadsin UI. Вот. И вы можете добавлять абсолютно любые, воспользовавшись этой библиотекой. То есть вот здесь вот у нас перечислены все стеки. Вот этот Shadsin. Вот можно сюда перейти и выбрать, каких вам не достает, и их добавить. Потом давайте посмотрим на работу с формами. Вот у нас, например, страничка создания формы. Точно так же объявляется страница, но внутри у нее есть какая-то форма. Также все компоненты, созданные для взаимодействия с формой, самые необходимые, уже тоже все существуют. Поэтому оформляются они в рамках самой фичи очень кратко. То есть вот у нас F-form, который берется из специального модуля форм, потому что, ну, здесь много как бы хелперов каких-то наделал. Опять же, они все задокументированы, все там можно прочитать, но на самом деле проще посмотреть, как они используются, и просто применять. Прокидываем обычную зод-схему для валидации, указываем дефолтные значения, что должно произойти on submit, что должно произойти on success, и какой тост должен вывалиться после публикации идеи. Есть еще множество настроек, но опять же там все прописано. И потом, ну, с припиской F я имею в виду, что все является чем-то для формы. Причем есть input, который является просто UI самого инпута, а чтобы он взаимодействовал со стейтом формы, нам нужна какая-то отберка над ним, и вот так и появился F-input. Все, мы здесь все показали, и будет publish. То есть такая вот минимальная форма, но она уже работает. То есть если посмотреть на нее на сайте, то она выглядит вот так вот. То есть я здесь какой-то title задал, здесь какой-то контент задал,
опубликовал, все, идея опубликована. Вот сам наш тост, который нам был нужен, всплыл, и все работает. Опять же, там на страничке со списком идей используется Infinity Scroll, причем он виртуализирует элементы, которые вам не нужны на страничке по мере скролла, чтобы браузер не начинал тормозить, когда элементов становится много. Здесь вот в отличие от странички просмотра, где мы вшиваем прямо ID View Query для того, чтобы, если нужно увидеть состояние лоадинга, оно у нас показалось, то здесь мы ее вызываем прямо на уровне самого компонента пейджа и прокидываем в наш helper. Helper тоже просто часть бойлерплейта. Вот можно посмотреть, как он настраивается и что-то в него передать. Но, опять же, базовое использование прямо здесь уже показано, и поэтому все идеи просто лениво подгружаются по мере скролла. То, что как бы нам и требовалось, и браузер не тормозит. Поскольку какие-то страницы должны работать только для авторизованных пользователей, это все тоже уже настроено. Вот через директиву use мы можем использовать Authorized Only плагин. Он у нас в модуле авторизации. Переходим в нее и видим здесь какие-то настройки. То есть, опять же, если ознакомиться с работой фреймворка, то мы узнаем то, что вот это выполняется именно на сервере при запуске каких-то серверных лоадеров, а вот это просто обертка над самим компонентом во время рендера. И я специально все объединил именно в один плагин, потому что, удобнее использовать одно и то же название. Просто вот это, грубо говоря, код для клиентского компонента, вот это код для какого-то серверного лоадера. И здесь у нас есть какие плагины? Чтобы разрешить только авторизованным или авторизованных редиректнуть на главную страницу, или наоборот, неавторизованных редиректнуть на страничку авторизации, или разрешить какую-то страничку только для админов, или какой-то лоадер, или какой-то экшен. В самом коде API, то есть, например, вот заходим на эту страничку, у нас здесь вот submit ID create mutation. Переходим в нее, и вот видим то, что тот же самый плагин мы сюда подсунули, и он здесь исполняется. И здесь, соответственно, мы точно знаем, то, что до сюда не может добраться пользователь, который не был авторизован. С точки зрения типов все тоже сразу автоматически подошло, потому что здесь мы видим, что мы проверили, существует ли вот этот вот MI, который проводит MI-плагин, и подсовывает его к нам в контекст. Поэтому он в контексте теперь у нас доступен, и мы можем проставить автор ID. Вся сама авторизация сделана через Better House. То есть если зайти сюда, вот, то можно увидеть, это классический Better House. Клиент для сервера, он же для клиента. И опять же здесь все прокомментировано, поэтому можете либо сами прочитать, либо поспрашивать вашего агента. Все абсолютно удобно читается, и опять же агенты не путаются при использовании и пишут код совершенно правильно, используя то, что есть. Здесь мы видим, что в момент создания идеи у нас происходит некое логирование. Вот если наверх файла посмотреть, то у нас есть некий логер, для которого я создаю children и называю его буковкой L. Это позволяет всегда хранить все его логи в категории ID, чтобы потом легко их анализировать. И здесь я просто пишу сообщения и какие-то метаданные для этого логера. Сам логер тоже просто часть нашего бойлерплейта. И сделал он на основе log-tape. Почему именно на основе log-tape, а не какого-нибудь другого логера? Потому что этот логер отлично работает и на клиенте, и на сервере, и в него же зашита возможность передачи ошибок в центре, если мы логируем ошибку, чтобы все работало максимально естественно. То есть ваша задача просто не забывать расставлять логи по вашему приложению. Если туда долетит ошибка, то она будет выкинута. Вот. Так, l.info. Также у нас подключена микс-панель. Я бы хотел с точки зрения продуктовой аналитики видеть, когда у нас была создана новая идея. Обычная функция Mixpanel Track Event. Если перейти сюда, то можно посмотреть ее реализацию. Интересность в этом бойлерплейте заключается в том, что этот Mixpanel API, он одновременно работает и на сервере, и на клиенте. Причем благодаря фреймворку вот этой вот конструкции, Env — это специальный helper из Point Zero.
у нас, с сервера будет вырезан вот этот код и его импорты, а с клиента, наоборот, будет вырезан вот этот код и его импорты. Но обычно сами функции мы и на клиенте, и на сервере используем одни и те же. То есть трекнуть какой-то ивент, идентифицировать юзера. И вот, по сути, как бы наши основные задачи, касающиеся микс-панели. По такой же аналогии сделана и настройка Sentry. Тоже чаще всего мы просто хотим зафиксировать какое-то сообщение или какую-то ошибку, или установить юзера. Поэтому точно так же мы объявили одинаковый набор возможностей для сервера и для клиента, но сделали так, чтобы код одного не выпадал в код другого. Также есть заготовка для того, чтобы прогонять какие-то фикстуры, и показано, как предполагается это делать. Вот здесь вот вы указываете, что вы можете засидеть идею или юзера, и есть основной файл, который эти вещи прогоняет. Также, соответственно, в package.json тоже есть команда seed, которая вызовет нужные вам файлы. И у вас появятся вот эти вот идеи пользователей, и то, что связано с вашей фичой, то, что мы делали вначале, чтобы увидеть уже какой-то готовый контент. Есть также вспомогательная функция для управления тем, что произойдет, когда ваш сервер будет выключаться, чтобы сделать это в правильной последовательности и не грохнуть какие-то зависимости одного сервиса для другого. Причем сделано это все очень примитивно. То есть, например, я вот говорю, что когда у меня сервис включается, нужно аккуратно закрыть подключение к призме. То есть я просто делаю on shutdown, название, что я выключаю, чтобы это правильно отобразилось в логах, и что нужно сделать. Вот, например, я отрубаю Axiom. Когда я его отрубаю, еще раз, Axiom — это штука для хранения лога и метрик. Тоже я прошу, соответственно, дослать его все, что он там накопил, чтобы ничего не потерялось. Например, PGBoss у нас используется для наших воркеров, для наших очередей, и у него есть зависимость от призмы, поэтому здесь я просто указываю то, что ты сначала отключи PGBoss, потом уже будет включена призма, чтобы, ничего как бы не сломалось. Здесь можно указать какие-то зависимости, и тогда все в правильной последовательности будет отключено. Также вот есть настройка призмы, сразу чтобы она логировала то, что нужно, также пара самописных экстеншенов — это find many and count, то есть обычно можем только найти все записи, вот, а чтобы еще их одновременно почитать, как будто приходится запускать какую-то отдельную query, этот код приходится дублировать, вот, и поэтому был создан find many and count, и он работает так же, как обычный find many, но можно в таком тупле получить отдельно записи и отдельно их общее количество. Еще есть экстеншн специально для ретрая транзакций. Вот, как бы это выстраданный код на многих проектах, чтобы если у вас какая-то транзакция завалилась, то она бы сама перезапустилась и делала это, по уму, с некоторой задержкой, постепенно увеличивающейся. То есть просто полезная подкапотная штука для работы с призмой. Также специально сделал модуль для работы с env-переменными, где разделены шейпы, и сами вызовы переменных. Почему это сделано? Вот здесь, например, в clean shape он у нас extended shared env shape, и по сути здесь написана вся валидация env переменных, и поэтому все вот эти вот переменные плюс те, которые я укажу здесь, в итоге попадут в env клиента. И дальше я где-то могу на местах просто использовать клиент env и брать какие-то нужные переменные, они все уже правильно типизированы. Вот. Но что как бы самое хорошее, поскольку у меня есть этот shape, я могу просто достать его ключи и увидеть client env case. Тогда в нашей engine я могу эти ключи прокинуть в качестве переменных клиента, в том смысле, что только эти ключи попадут на клиент, и мне не приходится как бы в разных местах это менеджерить. Я четко знаю, какие env-переменные уходят на клиент. Только те, которые я валидирую, и только те, которые я ожидаю. Также, что у нас здесь видно, что сразу подключен Tailwind, и все его настройки лежат в стилях, в индексе CSS. Также есть темная и светлая тема. Уже все настроено.
Также все готово для работы с тестами, причем разного характера. Например, интеграционные тесты, для запуска которых нам не требуется поднимать сервер, но мы по-прежнему можем тестировать какие-то наши эндпоинты. Вот для этого можно взять наш engine, тот самый конфиг, в котором настраивается наш фреймворк, вызвать visFetch, и тогда fetch под капотом этой query будет подменен. И, соответственно, мы в результате получаем уже, опять же, все типизированные данные, которые возвращает эта query. И можем здесь что-то проверить. На самом деле здесь тесты написаны избыточные. Вы сами такие тесты вряд ли будете писать, но они просто написаны для того, чтобы было видно, как их можно сделать. По факту, конечно, лучше тестировать то, что нужно тестировать. Также есть end-to-end тесты, которые работают через Playwright. Здесь классическая возможность просто запустить наш сервер и на что-то кликать, что-то заполнять и смотреть, как что поменялось. Здесь такого ничего нового, но все уже заранее преднастроено. Все соответствующие скрипты также есть в Package.json, когда мы можем прогнать наши все тесты, вот, или какую-то конкретную отдельную группу. Также end-to-end тесты можем прогонять на dev-сервере или предварительно сбилдить его и прогонять уже на сбилженном сервере. Также у нас есть админка. Давайте посмотрим на то, как она выглядит. То есть я, будучи админом, вижу вот такой вот пункт меню. Админ. Он доступен только админам. Переходя в него, здесь уже совершенно другой лейаут, более простой, который вот этот лейаут вы вряд ли будете как-то сильно менять, просто добавлять пункты. А вот этот вот уже, конечно, какой-то индивидуальный для вашего приложения, он изменится. Ну, а вот здесь вот есть базовая, дашборд пустой, потому что пока непонятно, что сюда особо-то выводить. И самое интересное — это работа с пользователями. То есть здесь есть список всех пользователей, которые можем посмотреть, и можем провалиться с самого юзера. Вот здесь вот у нас какие-то данные по нему, которые мы можем сколько угодно добавлять, и когда их становится много, по ним удобно там искать. То есть мы вводим Google, у нас здесь Google E-mail. Причем мы можем писать нечетко. Вот я хочу там ban expires увидеть, я пишу там BEP, вот, и он все равно находит. То есть здесь какой-то неточный поиск быстро работает. Можем юзера забанить, тогда он не сможет войти на сервис. Но что самое как бы важное и здоровское в админке, и это позволяет сделать именно Better House, это превратиться в этого пользователя. То есть мы можем, вот мы-то были админом, да, а вот есть какой-то Пьер. Можно превратиться в Пьера. Мы нажали, и теперь мы видим весь сервис глазами этого пользователя. И по факту мы даже можем создать от него какую-то идею. Вот. Но мы специально заложили в логах, чтобы всегда было видно, а кто это сделал. Реальный пользователь или админ, чтобы потом всегда мочь разобраться. Но в целом это позволяет не писать кучу каких-то функций в админке для того, чтобы что-то смотреть глазами пользователя. То есть нам не нужно отдельно что-то мониторить. Просто превратились в пользователя, зашли, посмотрели, как у него все устроено, и смогли помочь с каким-то его запросом или что-то за него настроить, в чем он сам там не справился. Вот. Когда мы в целом совсем разобрались, мы нажимаем Stop Impersonation и снова превращаемся в обычного админа. Если мы перейдем в профиль, ну, не в профиль, а обратно на страничку сервиса, то увидим то, что мы — это уже мы обычный админ, и у нас есть вообще-то идеи, которые мы добавляли, в отличие от Пьера. У Пьера их не было. Также написан докер-файл, который уже достаточно оптимизирован, и благодаря этому задеплоиться можно принципиально куда угодно, но именно в данном бойлерплейте предполагается, что мы будем деплоиться на Railway, хотя в целом абсолютно без разницы. Вся связь с Railway определяется только вот в этом JSON-файле, где все настроено, как все должно быть, а докер-файл-то, по сути, он единый и для всего подходит. Также локально вам ничего не мешает запустить вашего приложения с тем же самым Postgres, и вашим приложением. Докер-файл, по сути, делает простые вещи, просто билдит. В итоге в image попадает только dist-папка и все нужные какие-то зависимости, плюс схема призмы, потому что призму мы миграции прогоняем в момент запуска самого сервера, и это попадает вот в эту команду. Давайте посмотрим, как организованы у нас e-mail. Сделаны они с помощью React E-mail и имеют предсозданы какие-то компоненты. Вот, в частности, e-mail для подтверждения почты. Здесь мы просто описываем темплейт, и через наш кастомный helper create e-mail создаем наш e-mail. С этой функцией вы особо не работаете, то есть здесь все уже налажено. Вы просто здесь, главное, в пропсах указываете, что для этого e-mail нужно и какой у него будет subject, указываете здесь. Нажимаете Verify email,
и можете посмотреть, где он используется. Вот мы здесь видим, что в авторизационном модуле для того, чтобы верифицировать пользователя, мы отправляем ему вот такой вот e-mail и там нужный URL для подтверждения. И e-mail будет отправлен. Все упадет в логи. Если посмотреть на вот эти вот присознанные компоненты, то это, по сути, такие же Tailwind вещи, которые настраиваются здесь, и вы можете дописать свои или кастомизировать существующие и использовать их для создания каких-то других имейлов. Также, как вы видите, здесь как бы немножко странная структура. Мы зачем-то объявили темплейт, потом сделали export default template, хотя по факту мы его нигде не используем, мы везде используем просто вот эту вот функцию. Это нужно для того, чтобы мочь посмотреть, как наши e-mail будут выглядеть уже сверстанными. То есть вызываем команду ban email dev, и вот эта вот же наша библиотека React Email запускает разработческий сервис для самих e-mail. И вот здесь вот мы видим все наши e-mail, и можем посмотреть, как они будут сверстаны, посмотреть, отредактировать и так далее. Тоже очень удобно. Давайте посмотрим на воркеры. И по идее было два пути, как их реализовать. Это либо через PGBoss, и тогда все наши джобы и очереди будут храниться прямо в Postgres, вот, либо сделать это через Redis. Вот, но для Redis нужно уже, по идее, и на сервере его устанавливать, и тогда содержание сервера становится дороже. А зачастую нам это не нужно, и поэтому по дефолту я использовал просто PGBoss и написал некоторые дополнительные хелперы для того, чтобы работать с ними легко, в случаях, когда нам не нужны какие-то сложные вещи. Например, у меня есть функция create worker. И вот если посмотреть на наш модуль для проверки здоровья нашего сервиса, то вот здесь такая простая штука. Create worker, название воркера, что он должен сделать, вот, и какие-то настройки для PG-босса. В принципе, все эти настройки PG-босса, они описаны. Самое главное просто разобраться с тем, какие существуют политики у самих очередей. Вот, например, то, что может быть бесконечное количество задач в очереди, и только одна в исполнении, или наоборот, сколько угодно в исполнении, а одна в очереди, или в принципе их везде сколько угодно. А на местах становится понятно, когда приходит реальная необходимость в них. Вот здесь вот, в частности, ну и также здесь можно настраивать как бы настройки крона, но чем это удобнее, чем обычные какие-то библиотеки крон, в том смысле, что если ваш сервер будет создан более чем в одном инстансе, а по факту вам нужно, чтобы какая-то операция выполнялась только там единожды в минуту, а не на каждом процессе единожды в минуту, вот здесь это как раз и поможет. Вот если у меня helper, там every, каждую минуту, час, день, неделю, месяц, можете добавить, какие вам нужны значения. И вот здесь я прошу его каждую минуту снять какие-то показания и отправить их в Axiom, для того, чтобы там потом их анализировать. Вот такие вот воркеры. Здесь это единственное применение воркера, но на практике потом у вас могут найти какие-то другие места, где они вам нужны, и все нужные хелперы у вас уже будут существовать. Опять же, да, тогда раз затронули Axiom, посмотрим и на него. Вот, по сути, Axiom нам нужен для двух вещей: чтобы наши логи в него отправить, и для того, чтобы мочь разбираться с метриками. Давайте посмотрим на метрики. Специально создан файлик provision.ts, и здесь, по сути, мы с помощью кода определяем, какие у нас есть мониторы. Вот. И это очень удобно делать с агентами. На практике это как происходит? Вы чувствуете, что с вашим сервисом что-то неладное, просите там агента, допустим, разобраться или сами вникаете, и потом предлагаете добавить какие-то дополнительные мониторы, чтобы в будущем мочь вовремя на это среагировать. И здесь просто задаете нужные ваши форматы, в README описано, как потом этот файл запустить для того, чтобы все эти метрики доехали до вашего Axiom инстанса. Сами логи попадают в Axiom благодаря тому, что мы в самом логере добавили вот этот вот Axiom get sync. И здесь, по сути, просто сказано, как передать логи из нашего формата в сам Axiom. И после этого они доступны здесь, можно по ним искать. Также есть API для того, чтобы обращаться к этому Axiom через агентов и разбираться с тем, что у вас происходит. Причем здесь в бесплатном тарифном плане 500 гигабайт свободного места, и этого за глаза хватит, по сути, всем проектам. А если вырастет за эти пределы, то у вас уже, видимо, будет большой проект, тогда можно будет за него и заплатить.
Также в комплекте Boilerplate идут 2 MCP-сервера для работы с фреймворком. То есть это один MCP-сервер, по которому ваш агент может искать актуальные доки, которые устанавливаются прямо в ваши нод-модулисы и всегда актуальны. А также возможность анализировать ваш сам по себе проект. То есть вы можете у агента спросить, вот у меня есть такой-то URL, а покажи мне страницу, на которой находится, ну, где находится код страницы там с таким-то урлом. И он статически все может проанализировать, потому что во время генерации файлов фреймворка у нас есть вот такой вот метод TS-файлик, где, в принципе, про каждый ваш point все сказано. И благодаря нему мы можем найти, например, нашу фичу ID, он скажет, ну вот ты хотел эту страничку, она там находится вот здесь вот, и покажет вам этот файл. Также все, что касается форматирования кода, тоже настроено. То есть ESLint конфиг, lint stages, чтобы во время вашего коммита нужные файлы проверялись и форматировались, настройки Prettier и настройки Husky, чтобы непосредственно все это запускать во время коммита. В комплекте идет предложенные экстеншены, которые вам было бы удобно установить, чтобы работать с вашим проектом. Также краткое описание, что каждый из этих экстеншенов делается и как их все скопом можно установить. Ну, а также настройки для VS-кода. Все, что есть в этом репозитории, по сути, описано либо внутри самих модулей, в файликах readme.md, ну да, вот в частности, как какая-то фича, здесь можно было readme.md посмотреть. Также, если что-то выходит за пределы какого-то модуля, то это все лежит в папочке Docs, и также можно здесь прочитать и про структуру проекта, и про то, как обновлять бойлерплейт, когда появятся новые версии, и какие-то прочие договоренности, в том числе, как и когда писать документации. Вот. Но чаще я стремлюсь оставлять документацию внутри JS-док комментариев рядом с самим кодом, чтобы просто на месте можно было всегда сориентироваться. И опять же, как бы бойлерплейт для того и создавался, чтобы, несмотря на то, что в нем так много всего есть, когда у вас все это есть, вы могли бы сфокусироваться на том, чтобы просто писать ваши фичи. А если посмотреть на код фичи, то он простой. То есть ваша работа будет сводиться к тому, что вы просто придумываете, какие вам нужны, по сути, эндпоинты, и описываете их. Обычный input, обычные лодеры, что это там query или это мутация. Все там создали. Если есть какие-то необходимые серверные хелперы, ну, их здесь показали. Вот, в частности, здесь показано, какой нам нужен селект из базы данных для того, чтобы отдать его клиенту. Какие-то компоненты там добавили. То есть код самих фичей, наоборот, получается худым, благодаря тому, что есть хорошо настроенный бойлерплейт. Вот как бы всего лишь какая-то страничка маленькая. Работа с формой тоже совершенно примитивная. И, по сути, вашего кода становится очень мало, и вы фокусируетесь именно на задачах самого вашего проекта. Фреймворк Point Zero, вокруг которого построен Boilerplate Start Zero, является бесплатным, но Boilerplate платный. Обычно это стоит порядка там $200. В моем случае это стоит всего $10 в месяц, и по сути я даже как бы его не продаю, а просто включаю в свой support пак. То есть если вы не против поддержать меня как open source разработчика, вы можете оформить вот эту вот подписку на support пак с карты через Dodo Payments или через Telegram подписку с абсолютно любой карты. Тогда вам появится доступ к этому Start Zero. Причем вы можете даже оформить эту подписку на $10 в месяц и сразу же ее отключить, скачать бойлерплейт и использовать всю жизнь, никаких проблем в этом нет. Но я собираюсь постоянно добавлять какие-то новые модули, фиксить какие-то баги, и также предоставлен удобный механизм апдейта этого бойлерплейта, даже если вы код изменили. Но когда соберетесь обновляться, тогда и там увидите, это все описано в документации к самому бойлерплейту. Всем спасибо. Желаю, чтобы у вас проекты получались хорошие, получались легко, и чтобы вы радовались во время разработки. Всем всего хорошего. Пока-пока.